Приветствую вас, мои подписчики и зрители. Сегодня на обзорах я расскажу про новый телефон от Xiaomi Redmi Note 10. Заказал я его в первый же час после премьеры на AliExpress, но продавец, видимо, решил отправить мне его самым последним, аж через 10 дней после покупки. Хотя сама доставка была очень быстрая, всего за 3 дня, и вот он у меня. Ну что, давайте распаковывать. Как видно, коробка упакована в воздушный пакет. Ну что, откроем коробку. Вот он, сам телефон сверху. Запакован фирменный полиэтилен со всех сторон, с надписями над экраном. Дальше в коробочке вложен фирменный силиконовый чехол с инструкциями внутри. Сама инструкция на всех европейских языках, но от русского, к сожалению, нет. Ну и ладно, кто их читает? Вторая книжка на тех же самых языках, как и первая. Дальше в коробке имеется зарядное устройство и USB кабель. Больше ничего в коробке нет, но это стандартная комплектация, некоторые даже зарядку не кладут. Ну что, разверну защитную пленку и с помощью скрепки из комплекта извлеку слот для сим-карты. В данном телефоне в этот слот можно установить 2 сим-карты и microSD-карту одновременно, что очень хорошо. Я установил в слот свои 2 сим-карты, и теперь можно включать телефон. Ну вот, пошла загрузка операционной системы. Сперва появляется лого Redmi, потом лого MIUI. Ну что, поехали, покажу вам все этапы первоначальной настройки телефона. Сперва выбираем язык, регион, клавиатуру, соглашаемся с условиями использования. Кстати, кто-нибудь когда-нибудь читал эти условия? Подключаемся к Wi-Fi сети. Дальше вам предлагают варианты восстановления данных. Выбираю из облачного хранения. Дальше нужно войти в ваш Google аккаунт. И после получения информации из аккаунта выбрать необходимую вам резервную копию. Дальше уже каждый на свое усмотрение отмечает нужный пункт из сервисов Google. Я оставляю все по умолчанию и принимаю. И настройка телефона продолжается. Настрою активацию Google Ассистента с помощью всем известной фразы «Окей, Google». «Окей, Google». «Окей, Google». И тут мне вышла ошибка в приложении Com Android Phone. Ну окей, закрою. Еще раз эта же ошибка. Странно, никогда такой не встречал на этапе первоначальной настройки телефона. Но нужно отметить, что я уже неделю пользуюсь этим телефоном и нет никаких проблем. Ну и ладно. У меня уже есть Mi аккаунт, поэтому выберу его. Даем все необходимые разрешения. Дальше можно настроить отпечаток пальца. Я привык использовать графический ключ. Ну а теперь можно выслать в базу Google свой отпечаток пальца, предварительно просканировав его датчиком со всех сторон. И так как датчик здесь установлен в кнопке включения, он имеет малую площадь соприкосновения, поэтому нужно больше прикасаний, чем в обычном сканере на задней стороне. Дополнительные настройки оставлю по умолчанию. Дальше можно выбрать вариант рабочего стола. Мне нравится вариант меню приложений. Ну вот, на этом настройка завершена. Как видно, установлена здесь уже с завода последняя версия MIUI 12.01 на 11 андроиде. Итак, вот он. Очень красивый телефон. Как я уже говорил, пользуюсь я им около недели. И есть для сравнения Redmi Note 8 и Redmi Note 9s. Давайте пройдемся по техническим параметрам.
Ну что, сразу скажу, главное отличие новой модели — это, конечно, AMOLED-экран и стереодинамики. Вот они с одной стороны и с другой. И когда смотришь видео, держа телефон горизонтально перед лицом, эффект стерео прекрасно слышен. Да и сам звук отличный. Что касается экрана, он тоже шикарный. Картинка насыщенная, яркая. И главное отличие AMOLED-экрана — это то, что черные пиксели не подсвечиваются. И это дает прекрасный контраст и глубину картинки. Сейчас я открою картинку на черном фоне на всех 3 телефонах и сравним. Вот видно, как по-разному показывают одну и ту же картинку эти телефоны. В Note 10 черный фон полностью черный, в то время как в 9 он сильно подсвечивается. Но в 8 черный фон также подсвечивается, но не так ярко, как в 9. Но и дело в том, что здесь наклеено антибликовое стекло, может быть дело в этом. По размеру экраны отличаются. Самый большой у 9S модели 6,67 дюймов, 6,43 у 10 версии и 6,3 у 8. Что касается батареи, на Redmi Note 8 стоит аккумулятор емкостью 4000 мАч, на Redmi Note 9S 5020, ну а на Redmi Note 10 5000 мАч. Но вот зарядка в комплекте тут уже идет 33-ваттная, которая способна всего за 25 минут зарядить телефон до 50%. Вот она какая на вид. Крупнее зарядок от других телефонов. И даже USB-шнур подкрашен красным цветом, как с одной, так и с другой стороны. Заряда мне сейчас хватает на сутки при активном использовании. То есть вечером примерно за час заряжаю полностью телефон и в следующий раз заряжаю также вечером на следующий день. Вот видно, как быстро бегут проценты при зарядке. Что касается процессоров и вообще производительности этих 3 телефонов, конечно, версия 9 Redmi Note с приставкой S обладает более мощным процессором по сравнению с 8 и 9 Redmi Note. У него установлен Qualcomm Snapdragon 720G против 678 в 10 и 665 в 8 версиях. Давайте сравним производительность по результатам теста AnTuTu. Этот тест очень длинный, поэтому я ускорю это видео и прокомментирую важные моменты теста. Явно видно, что 9 Note с приставкой S прорисовывает картинку немного лучше остальных. Изображение идет гладко и ровно, без каких-либо тормозов. Вот это видно на этих кадрах. Процент выполнения теста на всех телефонах примерно одинаков. 8 версия немного запаздывает. Если кто не видел, как проходит тест производительности AnTuTu, вот можете посмотреть. Сейчас я приторможу перемотку и обращу внимание на то, как идет произведение 4К видео на каждом телефоне. Видно, что на модели 9S видео проигрывается гладко и ровно, а вот в 10 уже немного притормаживает. Девятый и 10 уже закончили тестирование, а 8 только начал проигрывать последнее 4К видео. Итак, Redmi Note 9S показал 300 тысяч очков, Redmi Note 10 267 тысяч, ну а Redmi Note 8 187 тысяч. И это еще хороший результат, так как в интернете пишут, что этот телефон выдает 167-170 тысяч очков. Что касается остальных телефонов, то сравнив результаты в интернете, они примерно такие же. Камеры во всех 3 телефонах практически одинаковые. 48, 8, 2 и 2 мегапикселя. Единственное, что в версии 9S камера для макросъемки имеет 5 мегапикселей. И фронтальная камера на 16 мегапикселей, в то время как в других на 13 мегапикселей. Но 10-я же версия, в свою очередь, имеет двухцветную светодиодную вспышку.
То есть у него два светодиода, в отличие от предыдущих моделей, в которых только по одному. И еще одно отличие — это то, что новая модель имеет непрерывный автофокус, то есть при записи видео предметы всегда остаются в фокусе. Что касается программных отличий и новшеств, это, конечно, то, что в новой модели установлена уже 11-я версия Android, в отличие от предыдущих моделей, в которых пока еще 10-я версия. Давайте зайдем в настройки и быстро сравним, что нового в Redmi Note 10. Первое отличие, или вернее сказать нововведение, это активный экран и блокировка. А именно активный экран. Это режим работы дисплея Xiaomi, при котором он включен в момент блокировки. Иными словами, на дисплее всегда отображаются время, дата, иконки приложений, от которых есть непрочитанные уведомления. Здесь можно выбрать вариант на любой вкус. Также можно выбрать анимацию при получении уведомления на выключенном экране. Еще одно новшество — это раздел уведомления и центр управления. В последнем можно выбрать стиль опускания шторки уведомлений. Старая версия стандартная, как и была до сих пор, ну или новая, в которой можно опускать отдельно с левой стороны только уведомления, с правой только настройки, в которую можно добавить устройство умного дома. А также есть настройка строки состояния. Все остальные разделы такие же, как и в других телефонах. Кстати, пока монтировал обзор, пришло обновление версии 12.02. Из изменений это оптимизация стабильности и скорости работы. Подводя итоги, хочу сказать, что это хороший телефон за свою цену. Из плюсов это, конечно, AMOLED-экран, который немного ярче и красочнее IPS-матриц. 33-ваттная зарядка с очень быстрым пополнением аккумулятора, стереодинамики, которые выдают шикарный звук, 11-я версия Android, более быстрый тип накопителя, UFS 2.2 против UFS 2.1 в предыдущих моделях. Имеется инфракрасный порт для управления техникой, двухцветная светодиодная вспышка, он легче и тоньше предшественников. Но из минусов это долгая разблокировка по лицу. Здесь нет инфракрасной подсветки, как в предыдущих моделях. Вот как она выглядит на 9s модели. А здесь ее нет. В итоге разблокировка по лицу происходит дольше. И это, честно, раздражает. Следовательно, и в темноте разблокировать по лицу тоже не удастся. Вот такой вот минус. Других вроде не нашел. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч.